С Konami никогда не было просто. Этой студии ничего не стоит уволить одного из своих лучших сотрудников, который в будущем станет еще более значимой фигурой в игровой индустрии. Им ничего не стоит даунгрейднуть собственные игры, удаляя из них определенный контент и не возвращая его в последующем. Им ничего не стоит отменить все свои планы в один момент и внезапно приступить к работе над совсем другим проектом, выпустив в кратчайшие сроки неиграбельное дерьмо. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о eFootball, ее контенте, планах Konami на этот спорный проект, мы не должны удивляться каким-то нелогичным решениям и неоправданным надеждам. Но вся проблема в том, что, имея за спиной огромный опыт взаимодействия с этими ребятами, я все еще не перестаю удивляться им, их наглости и вседозволенности. Если вы смотрели предыдущий ролик, то знаете, как меня удивил 5-й сезон и как с него по итогу пригорело. Есть немало согласных с моими тезисами, и есть те, кто не удивлен таким развитием событий, но они уже ничего и не ждут от этой игры. И, конечно же, есть люди с диаметрально противоположным мнением, довольны этой игрой, здешним контентом и упрекающих меня и остальных игроков в излишнем нытье. Якобы здесь и так все нормально, геймплей шикарный, дивы есть, что еще-то надо? И не подумайте, я ничего не имею против людей, которые довольны этой игрой и по-настоящему наслаждаются ею. В этом и есть суть продукта, ну помимо заработка, конечно, еще и развлекать людей. Но когда эти самые люди считают своим долгом перед этой игрой в лишний раз защищать ее от чего-то мнения и начинают упрекать других в нытье, это совсем другой разговор. И помимо извечных аргументов о том, что в eFootball недостаточно развлекательного контента, недостаточное количество как онлайн, так и офлайн режимов, мне хочется поподробнее взглянуть на отношение Konami к своим игрокам, вспомнить, если не все, то хотя бы большинство из их обещаний как перед релизом eFootball, так и после релиза оной. Поэтому я не поленился, засел за ноутбук, пересмотрел свои старые ролики, тот еще кринж, знаете ли, почитал старые статьи и полистал официальные соцсети Konami. Как результат, полноценный сценарий, который я не писал уже на протяжении нескольких лет, и релиз этого самого видеоролика. Поэтому давайте сегодня окунемся в небольшую ретроспективу и вспомним про все несбывшиеся обещания Konami. Ролик обещает быть не самым коротким, поэтому ему крайне необходима ваша поддержка, дорогие друзья. Не забывайте проставлять лайк и оставлять комментарии, так вы поможете ему с продвижением. Ну а мы, в свою очередь, начинаем. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Совсем скоро в Steam начнется весенняя распродажа со скидками на игры до 75%. И это отличная пора, чтобы закупиться игровыми новинками и различными предметами. Пополняй Steam заранее, чтобы сразу купить новинку по огромной скидке или протестировать новые игры. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Помимо этого, также сейчас на KupiCode проходит временная акция. При использовании дополнительного промокода комиссия на первое пополнение снижается до 10%, вне зависимости от суммы пополнения. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Итак, лето 2021 года. Ваш покорный слуга, как и сейчас, подпитывает аудиторию всевозможными слухами, домыслами и порой даже официальными новостями, как-то ни странно. Наконец-то, после длительного ожидания, Konami выкатывают анонс своей следующей футбольной игры под названием PES 2000... Нет, eFootball 2022. Мягко говоря, большинство игроков уже тогда были в шоке, и, наверное, кто действительно радовался подобному развитию событий, это игроки на мобильных устройствах. По сути, для них особо ничего не менялось, даже скорее наоборот, дополнялось.
Основной сутью нового проекта было объединение всех актуальных платформ в одной игре, условный Fortnite от мира футбольных симуляторов, такая же бесплатная и доступная для всех и вся. И что же тогда обещали нам Konami? Если мы обратимся к официальному аккаунту eFootball и его постам за 2021 год, то заметим следующее. Во-первых, это кроссплатформенность, которая задействовала бы преимущество каждой платформы. Во-вторых, Мастер-лига. И не просто для старшей версии, то есть ПК и консолей, а в том числе и для мобильных устройств. То, о чем так долго мечтали игроки на мобилках. Прошло 2,5 года, скоро будет уже целых 3, и что же мы имеем на данный момент? В игре доступны матчи между двумя поколениями консолей, нынешними и прошлыми, а также между ПК и Xbox. Однако важно отметить, чтобы ПК бояре коннектились с обладателями коробки, первым необходимо скачать игру с официального стора Microsoft, а не со Steam, как это делают многие. Ну, такая себе кросс-платформа, согласитесь. Мастер-лига, тут и вовсе говорить не приходится. Множество находок, слухов, но официального анонса до сих пор нет. Но к карьере мы еще вернемся, ибо она время от времени проскакивала в постах от Konami. Уже в августе они провели полноценную сессию вопросов и ответов, где рассказали о техническом оснащении eFootball, а также пролили свет на контент из предыдущих игр. Еще один некогда важный режим для PES, в частности, режим редактирования, также должен был появиться в игре, согласно заявлениям Konami. Они обещали, что редактор появится в качестве бесплатного обновления, и подробная информация о его дате выхода будет сообщена позже. Стоит ли говорить, что по сей день мы так его и не наблюдаем, хотя с тем же самым режимом редактирования связана небольшая история, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. В августовском сеансе ответов на вопросы Konami рассказали и о Мастер-лиге. Режим должен был появиться в качестве, прямая цитата, загружаемого премиум-контента, то есть, простыми словами, платного DLC. Это, кстати, к разговору о том, что как это в бесплатной игре может появиться режим, который раньше был исключительно в платной игре. Как можно наблюдать, сами Konami сообщали, что режим планируется платным дополнением для всех актуальных платформ, исходя из ранее сказанного. Перед релизом eFootball тогдашний продюсер в лице небезызвестного Сейтара Кимура активно раздавал интервью о будущем продукте, анонсируя, что же игрокам стоит ожидать в игре на ее старте. Из интересного здесь можно отметить, что Кимура сообщал о поддержании игрой на PlayStation 5 функции с адаптивными курками. Ну знаете, эта фишка успела ранее появиться в FIFA, когда курки, на которые мы с вами ускоряемся, становились слегка тяжелее в нажатии, например, при усталости футболистов. И нечто подобное должно было появиться и в eFootball. По итогу, ничего подобного, как-то ни странно, в игре не появилось, за исключением стандартной вибрации самого геймпада, когда мяч соприкасается со штангой, да и то подобное происходит не так часто, если я не ошибаюсь. Помимо отдельных проплаченных статей, анонсов в соцсетях, перед релизом eFootball игрокам представили первую и, по сути, последнюю дорожную карту. Из представленного здесь мы получили вот это, матчи между поколениями консолей, дивы с матчпассом и паками. Все. Кроссплатформенные матчи, поддержку геймпадов для мобильных устройств мы мало того, что не дождались, так Konami ни разу после этого о них и не обмолвились. Ну, по крайней мере, про ту же самую поддержку геймпадов на мобильных устройствах. По сути, забыли как страшный сон. Но первое зависит от второго, и пока не завезут геймпады для мобильных игроков, им стоит позабыть о кросс-матчах с консольщиками и ПКшниками. Уже здесь мы делаем ощутимый скачок вперед и пропускаем тот самый момент, когда игра увидела свет. Думаю, у некоторых в памяти все еще свежи те самые воспоминания, когда eFootball признали самой низкооцененной игрой в Steam, все эти баги на старте и в целом ее неиграбельность и стрёмный вид. Нас больше интересует тот самый момент, когда после длительного радиомолчания Konami выпустили версию 1.0.0. Ту самую, которая и стала фундаментом для всего того, что мы наблюдаем в игре сегодня. Очевидно, тогда было множество вопросов о ранее обещанных Мастер-лиге, режиме редактирования и прочих режимах, но Konami в лишний раз сказали: наберитесь терпения, ребятки, в ближайшее время вас это не ожидает. Продолжение этой мысли получила уже в конце мая. Тогда Konami озвучили примерные сроки релиза того или иного контента, а именно бесплатного и платного. Спойлер, платный контент так и не увидел свет, чего не скажешь о бесплатном, и то не о всех пунктах. Ну и на том спасибо, как говорится. Лобби-матчи дождались собственного релиза. Правда, и обычный кооп в товарках пришлось ждать на протяжении года, ну, может быть, чуть меньше. В то время как обещанные функции редактирования, которые ожидались в конце 2022 года, кросс-платформа, так в игре и не появились. Касаемо же платного контента, здесь упоминается старая добрая Мастер-лига, выход которой ожидался в течение 2023 года. Сам Кимура позже в одном из интервью отмечал, что они собираются выпустить ее весной.
2023 уже прошел, а Мастер-лиги, ну, как не было, так и нет. И что еще самое интересное, это добавление всех команд и лиг на платной основе для оффлайн товарищеских матчей. Именно поэтому Konami удаляют оставшиеся команды из оффлайн товарок. Именно поэтому они их и не возвращают. Их добавление планировалось в качестве того самого платного контента, как и Мастер-лиги. Грубо говоря, у нас бесплатная игра. Хотите привычный оффлайн? Платите. И в принципе, это справедливый подход. Однако и по сей день даже в подобном виде Konami команды так и не вернули. И даже неизвестно, когда они собираются это сделать. А люди тем временем продолжают задаваться вопросами: а что, а когда? В общем, конца и края не видно. Свое продолжение история с режимом редактирования получает в сентябре 2022 года, то, о чем я и упоминал ранее. В своем официальном аккаунте Konami опубликовали ролик с демонстрацией какой-то определенной функции, на которой, судя по всему, засветилась сборка разработчиков. И там отчетливо был заметен значок режима редактирования. И здесь небольшое отступление. Думаю, ни для кого не секрет, что Konami делают небольшие ролики для актуальных паков, иногда наряжая футболистов в ретро-формы, которые фигурируют на тех или иных карточках. И делают они это, скорее всего, с помощью внутриигрового редактора, который и засветился в том самом демонстрационном ролике из мобильной версии. Однако, когда люди его заметили, то сразу пошли разговоры о возможном появлении этого режима. Konami сразу, так сказать, всех успокоили, сообщив, что это лишь небольшая ошибка, и люди, по сути, не должны были этого увидеть. И сам редактор все еще находится в разработке. И как интересно, что спустя год в игре появятся комплекты форм, которые можно приобрести за игровую валюту, за золотые монеты. И уже получается, что релиз того самого режима редактирования уже не столь актуален, ведь подумайте сами, как тогда продавать формы за монеты, когда любой желающий может поставить себе абсолютно любую форму с помощью этого самого редактора. На этом, по сути, и заканчиваются все маломальские и полноценные анонсы от Konami. Это касается всех режимов и контента, упомянутого ранее. Но в феврале прошлого года, когда разработчики делали своеобразный задел на будущее для eFootball 2023, анонсируя появление новых механик, они также вкратце обмолвились о том, что в недалеком будущем уточнят информацию о том самом долгожданном контенте. Мастер-лига, режим редактирования, команда для оффлайн матчей и, конечно же, кооператив. Стоит ли говорить, что этот самый февральский анонс стал вот конкретно последним полноценным упоминанием? С того момента, несмотря на множество слухов, находок в файлах игры, режимы не получили своего полноценного релиза. Например, режим редактирования мало того, что был обнаружен в файлах игры, так еще и активировался игроками в мобильной версии. Работоспособность, конечно, такая себе, но это говорит о том, что какие-никакие следы режима все же были. А касаемо Мастер-лиги, мы и без того говорили неоднократно. Всякие находки, связанные с игровыми механиками, это и модельки из катсцен, и прочая информация. И как вишенка на торте, это полугодичная информация о том, что карьера ушла на золото, то есть работа над ней по сути подошла к концу. Но за все это время Konami ничего не сообщили о потенциальной дате релиза. И когда стоит ожидать карьеру в eFootball, до сих пор остается неизвестным. И что мы имеем по итогу? Крайне амбициозный проект, который по изначальной задумке должен был радовать как онлайн, так и офлайн аудиторию, на данный момент крайне далек от тех изначальных планов. По сути, единственный контент, над которым работают Konami, это карточки. И как мы наблюдаем в последнее время, на примере того же недавно стартовавшего 5-го сезона, даже к работе над новыми сезонами Konami подходит крайне халтурно, выдавая сезоны на 1 месяц и просто выпуская однообразные оперативные обновления. И после всего этого у eFootball остается ощутимая поддержка, которая всячески оправдывает ее во всяких спорах, будь то с противоположным лагерем из EA FK24 или вовсе с другими игроками в eFootball. Как правило, вся подобная аргументация строится на том, что геймплей хороший, дивизионы есть, а что вам еще надо-то? Не нравится? Не играйте. Не нравится? Идите в FIFA. И вообще, вы видели ту же самую FIFA? Там же вообще не играбельный геймплей. Только, как правило, когда подобный разговор происходит между игроками в eFootball, никто и не спорит, что геймплей вправду приятнее, чем в той же EA FK24. Но основной сути претензий это не умаляет, точно так же, как и не отменяет. Поэтому люди и играют в eFootball, потому что, несмотря на все трудности в виде позорного релиза в 2021 году, отсутствие лицензий и прочих подобных моментов, они все равно видят ее более привлекательной, чем ту же FIFA. Просто некоторым хочется больше контента в игре, предпочтение которой они отдают. Они хотят наблюдать нечто большее, нежели повторение паков с одними и теми же игроками, но только на этот раз с бустами. И повторю свой тезис из начала ролика. Если кому-то и вправду нравится игра, то в этом нет ничего такого. Но если учитывать, как Konami относится к собственной аудитории, как нагло они монетизируют свою игру, искусственно растягивая релиз контента, как нагло
нагло обманули ожидания большинства, выкатив вместо полноценной AAA игры, по сути, free-to-play игру, из-за чего мы оказались в столь тупиковой ситуации. Я не понимаю людей, которые так отчаянно защищают Konami и их проект. Может быть, они считают, что мы критикуем игру и высказываем недовольство просто потому, что нам нечем заняться, и мы в лишний раз хотим поплеваться желчью, но это далеко не так. Тот, кто недоволен положением дел и не хочет с этим мириться, уже давным-давно покинули эту игру. Мы же, по сути, продолжаем есть кактус. Плачем, но все равно едим, при этом причитая, что нам обещали что-то другое вместо кактуса, а нас за это упрекают в ответ, кто уже приспособился и даже оценил кактус по вкусу. Поэтому для всех тех, кто считает аргументы о том, что игра бесплатная и у нее хороший геймплей, весомыми, я напомню вам один небольшой факт. Некогда более разнообразно в плане кампаний, режимов, тех же паков, MyClub тоже был бесплатным, благодаря небезызвестной PS Lite, которая еще с 2016 года выходила почти в одно и то же время с полноценной игрой, за которую платили full прайс. Это буквально та же самая eFootball. В ней были недоступны оффлайн режимы, и она также была ориентирована на онлайн. А сейчас мы по сути имеем обрезанную кальку, а некоторые и ей по уши рады. И именно здесь я оставляю вас наедине со всеми этими мыслями и всей той информацией, о которой мы говорили на протяжении всего видео. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и делиться своим мнением в комментариях, так вы в лишний раз способствуете продвижению ролика. Подписывайтесь на канал, также не забывайте про наши соцсети, ссылки на которые будут присутствовать в описании под этим роликом. Телеграм, ВКонтакте, все необходимое ждет вас внизу. На этом я точно заканчиваю свой столь длительный монолог и желаю вам всем приятной игры. Всем удачи и до скорых встреч!